Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, апдейт по бавовнам. Бавовен довольно много, и я обещал вам, что буду давать знать, когда будет какая-то информация. Я уже вскользь упоминал об этих бавовнах, но, собственно говоря, теперь пришла пора уже рассказать. Значит, первое, о чем здесь пойдет речь, это временно оккупированная часть Запорожской области, оккупированная путинскими боевиками. И там есть поселок Мирное, куда зашли путинские наемники, интересно, из войсковой части 71-718 Шали. Шали это, чтобы вы понимали, Чечня. Находились в Мирном, это, кстати, недалеко от Мелитополя. Вот. И это 70-й мотострелковый полк 40-й дивизии, мотострелковой дивизии. Короче говоря, мясо такое конкретное, пушечное мясо. Да, они там находились у себя на располаге, и вот 2 мая текущего года, то есть вот 10 дней назад, по ним, по располаге был нанесен удар. Сразу скажу, информация идет от рашистов. Вот. И если они говорят, что, значит, за 200 на 10 можно в другой раз умножать на 2, а то и на 3. Я вам просто даю информацию от них. Да. Так вот, был нанесен удар, как они пишут, Хаймерсом. Ну да, это от линии фронта далековато, для чего-то другого. Это мог быть или дрон, или Хаймерс. От дрона, как правило, в случае тревоги они имеют время убежать. От Хаймерса не убежишь. Слишком быстро все происходит. Да. Удар был нанесен Хаймерсом. В результате удара 22 двухсотых, из них трое офицеры. Остается только, как говорится, гадать, являются ли все они чеченцами, потому что это Чечня, то есть являются ли они кадыровцами, скажем так, в чистом виде. Дело в том, что, несмотря на то, что войсковая часть размещена в Шали, там может быть кто угодно. На самом деле, даже тот же спецназ Ахмат, он не состоит из чеченцев, он состоит из очень разных национальностей. Вот, так что, ну, то, что среди них там, понятно, есть чеченцы, но в каком количестве я вам просто сказать не могу. Хотя в данной ситуации, наверное, все-таки более корректно говорить кадыровцы, потому что есть чеченцы, которые воюют в составе ВСУ с этой коричневой чумой. Еще один вот подобный, ну, другой уже совершенно случай. Это граница Брянской Народной Республики и Сумской области. И там незадача произошла с спецназами российскими. Значит, 322-й Центр специальных военных операций, войсковая часть 92-154, Солнечногорск. Что они приперлись на границу Сумской области, что они там искали, одному, как говорится, Аллаху известно. Но в результате получилось следующим, то, что пишут рашисты, следующим образом. Вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве типа «Растяжка» были ликвидированы 2 военнослужащих данного подразделения. Фамилии, имя не буду называть, потому что к этому придирчиво сейчас относятся модерация и так далее. Ну вот скажу, что 1 и 2 это лейтенанты. То есть это молодые офицеры, которые решили, так как говорится, на украинской крови сделать себе карьеру. Вот. Это было 11 мая, то есть вот буквально пару дней назад. Хотели себе сделать карьеру хорошую, показать, какие же они герои. То есть они здесь удаль молодецкую показали бы, а потом на Москве где-то там перешли бы в более спокойное место и кошмарили бы себе бизнеса всякие, да, ну, как обычно у них случается. Но все, что я могу сказать, что бизнес они уже кошмарить не будут. И еще одно известие, одно видео у нас. Внизу в описании к данному ролику есть ссылочка на него. Казахам будет интересно. Значит, из этой же оперы. Казахское кладбище в Омске. Ну, Омск, это когда-то, по-моему, вообще территория Омска это была, относилась к казахам, к Казахстану, как-то так это было. Ну, я небольшой специалист, не хочу рассказывать, где там была, когда граница, но там живет довольно много казахов. И вот пришло оттуда видео, которое показывает, что местное казахское кладбище превратилось в военное кладбище. То есть там бесконечные эти ряды ликвидированных в Украине казахов, которые, вот спрашивается, что они в Украине делали, что они тут забыли, в составе ВДВ. Вот, и там человек идет по этому кладбищу казахскому,
называет годы рождения, там если 2001 год и так далее, и спрашивает, а за что они погибли, что они там искали. Особенно у меня вопрос к казахам следующий. А вы понимаете, что вообще вы следующие, судя по всему? С большой долей вероятности вы следующие. Потому что на Украину это плешивое чучело больше не полезет. Ну, потому что по морде получилось здесь, понимаете? Вот. А куда оно полезет? На Казахстан может напасть. Ну да. И вот эти люди, понимая, что следующей мишенью может оказаться их родина, Казахстан, они вместе с путинскими бандитами ехали в Украину и, значит, убивали тут женщин, детей. Но вот доубивались. В результате получилось так, что больше они этого делать никогда в жизни не будут. Вот еще раз говорю, ну я не могу понять, но я, скажем так, ну, где-то как-то могу в голове уложить, что там русские идут, подыхают за Путина. Хотя это тоже такая дурь. Вот. Но зачем это делают казахи, если явно Казахстан может быть следующим? Тогда они что, пойдут против казахов воевать?